Сегодня посмотрим вот на такой вот прикольный термометр, довольно компактный термометр из линейки умного дома, а в конце мы его разберем. Привет всем, вы на канале KitaiQX, и у нас очередная посылочка из Китая. Как вы поняли из названия, у нас сегодня линейка умного дома. Покажу вам новый термометр. У нас был уже круглый, был без дисплея, а теперь будет вот такой вот плоский, что можно поставить его на стол, не знаю, куда-нибудь на кухню, на какую-нибудь панельку сверху. Короче, будет красиво смотреться. Перед тем, как мы начнем, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, возможно, buy me a coffee, поддержать спонсорство, ну и поделиться этим видео. Давайте начинать. Приходит он у нас в картонной коробочке, ничего примечательного. В комплекте идет инструкция, скрепочка и двусторонний скотч. То у нас по внешнему дизайну. Его можно прикрутить, приклеить, есть такая типа ножичка. Спереди у нас экранчик, две решеточки вентиляции, чтобы воздух циркулировал и показывала правильно влажность и температуру. И сбоку у нас находится кнопочка сброса. Сзади у нас вставляются две батарейки типа 3А, то есть мини-пальчик. И все это запускается. После запуска он начинает сразу показывать температуру, то есть загружается, можно сказать, моментально. Вот такой вот монохромный у нас экран. По идее он очень экономный в потреблении энергии, то есть батареек должно хватать, ну, на полгода точно. Вот у меня есть в обзоре круглый такой термометр с таким же экраном, и его хватает в среднем на полгода. Тут будет еще зависеть от того, как часто у вас скачет температура в комнате. По размерам могу сказать, что он 7 на 2,5 на 2, вес у него без батареек 21 грамм. Давайте немножко по характеристикам, прежде чем мы его подключим. Точность измерения у него 1 градус и 5% по влажности. То есть по влажности, конечно, 5% влево-вправо, ну, такая погрешность прям значительная, а вот по температуре 1 градус плюс-минус, ну, в принципе, не критично. Измеряет по температуре он от минус 10 до плюс 60, по влажности от 0 до 100. Ну, это понятно, у нас влажность меряется от 0 до 100. По энергоэффективности в основном прибор находится в спящем режиме. Один раз в час он по-любому подключается к сети Wi-Fi и передает данные, какие бы они ни были. Даже если они не меняются, раз в час он по-любому подключается и передает. Но если происходят изменения хотя бы на 0,5 градуса плюс или в минус, или влажность поднимается или опускается на 5%, тогда он подключается и передает данные. Получается, если у вас каждую минуту будет скакать температура туда-назад по градусу, он будет каждую минуту подключаться и передавать данные. В таком режиме он высадит довольно быстро ваши батарейки. Если же у вас температура там плюс-минус за сутки на градус поднимается, опускается, он просто будет вам раз в час подключаться и передавать данные. В таком режиме батареек будет хватать на полгода, это точно. Перейдем к подключению. Подключается легко, запускаем тую. Кстати, вы будете на видеоряде видеть, что задний фон и скрин от планшета записан в разное время, тут разная температура, потому что я потерял файл записи с планшета и перезаписал его. Из-за этого будет отличаться температура, но на режим настройки и подключения это никак не влияет. Чтобы подключить, нам надо взять скрепку, зажать кнопку на самом устройстве через вот это отверстие на 5-10 секунд. Начинает индикатор вот этот Wi-Fi у нас моргать, как вы видите. И в туе в приложении нажимаем плюсик, подключить устройство и смотрим, он тут должен автоматом появиться. Если не появляется, что мы делаем? Переходим вот сюда вот устройство, ищем датчик и вот тут он есть. И подключаемся. То есть проблем в принципе возникнуть не должно. Если вдруг не находится, не подключается, вытаскиваем батарейки, вставляем батарейки, еще раз перезапускаем его скрепкой и пробуем. После подключения мы попадаем на главный экран. У нас тут температура, влажность и минимальные настройки. Давайте пройдемся по настройкам. В настройках у нас тут есть сразу доступ до сценариев. Это мы далее разберем. Ниже у нас настройки по температуре, влажности. То есть можно присылать уведомления по определенным ограничениям. Также по влажности. Можно поменять Цельсий на Фаренгейты и включить уведомления по разряду батареи. Если батарейки будут садиться, будет приходить уведомление. Также у нас тут есть сверху
вот такая вот ручечка настроечки дополнительная. Тут можно выбрать, в какой комнате он будет, задать название, подключить Google. Вот так вот тыкаете, подключаете. Обязательно должен стоять Google Home на телефоне. Без Google Home работать не будет. Вы его должны подвязать до Google Home. Тут есть уведомление, если устройство офлайн, то есть если в течение часа устройство не смогло подключиться, придет уведомление, что оно потеряно, то есть или сели батарейки, или отключился интернет, или пропала связь Wi-Fi. Также ниже у нас есть кнопочка обновить. Советую включить автоматически, чтобы устройство было всегда обновлено. Периодически приходит обновление, это редко, но бывает. Мы можем зайти в само устройство, вот тут на главном экране тыкнуть и смотреть графики изменения. Графики сохраняются до того времени, пока вы не сбросите и не подключите устройство до нового аккаунта или просто не переподключите. Допустим, вы поменяли пароль Wi-Fi и вам надо переподключить устройство. И вы переподключаете. Кстати, в новых роутерах уже есть специальные сети для умного дома. Они называются IoT-сети. Особенно в TP-Link, я знаю, это распространено. Так что можете создать отдельную сеть для умного дома, чтобы никому ее не раздавать. Она будет у вас изолирована и это будет хорошо все работать. По сценариям вот у нас есть кнопочка сценарий. Переходим, сверху нажимаем создать сценарий при изменении устройства. И что у нас тут есть? А у нас тут есть только влажность и температура. То есть вы можете выбрать по определенной температуре, задать, чтобы, например, включался вентилятор или кондиционер, как в данном случае. Кстати, обзор на кондиционер уже есть на канале, сверху вот подсказочка. И подключается кондиционер, например, до него. Если температура более той, что вы указали, кондиционер включается, работает. Если температура меньше, можно задать второй сценарий, он будет выключаться. Также это можно сделать по дням, по времени. Короче, можно все задать. Также можно выбрать несколько пунктов. Я думаю, по сценариям тут все понятно, в принципе. Особенно, если вы смотрели предыдущие мои видео, я думаю, вы знаете. Есть полный разбор приложения Tuya или Smart Life. Они, в принципе, похожи. Одно оранжевое, второе синее. Ну, естественно, перед тем, как вам устанавливать и подключать устройство, вам надо скачать Tuya, зарегистрироваться и создать свой умный дом. Вот тут сверху нажимаете плюсик, создаете, придумываете название, можете подключить еще несколько человек к умному дому, так сказать, к своему, и уже потом настраивать устройство. Давайте разберем его теперь, потому что тут особо нет про что рассказывать, и посмотрим, что у нас внутри. А внутри вот такая вот платка, довольно все аккуратно спаяно, сделано. У нас экранчик вот так вот, можно сказать, в воздухе висит, да. Плата Wi-Fi, вот тут термометр влажность с левой стороны, наверное, и кнопочка сброса. Да и все, тут, ну и микросхемка вон у нас под экранчиком. Очень даже компактно. Вот так вот выглядит устройство внутри. Я редко какие устройства разбираю от умного дома, потому что есть такие устройства, которые прям так собраны, что их невозможно разобрать, не поломав. А это прям разбирается легонько. И если вам нужен термометр, довольно точный, у него там есть сертификация, не знаю, насколько это правда, у продавцов там написано, что есть сертификация там по 3 стандартам, тудым-сюды. Короче, не знаю, насколько это правда, верить китайцам это тоже такое дело. Они могут штамповать в подвале эти термометры. Если вы хотите такой термометр, он довольно неплохо показывает. Я его сравнивал со своими термометрами, которые у меня уже есть, и даже с мультиметром. Реально погрешность плюс-минус там 0,5 градуса, даже не градус, как там написано, 0,5. Ну а вы были на канале KitaiQX, подписываемся на канал, ставим палец вверх, не забываем за колокольчик, не забываем за спонсорство, поделиться этим видео, написать комментарий, также не забываем за Buy Me a Coffee. Вам не сложно, мне приятно. Все, всем пока, ждем следующее видео.